И очередная камера видеонаблюдения с AliExpress, магазин Unboxed, всеми уже полюбившийся, с нормальными камерами, с нормальными ценами. Переходите, ссылку я на камеру сразу оставляю. Для многих это уже не новинка. Давайте все по порядку. 8 мегапикселей Wi-Fi IP камера модель A9HQ. 12-вольтовое питание, блок питания в комплекте. Вот такая коробка, немного уже другая. Приложение всеми полюбившееся. ICC, XMI ICC камера. Здесь написано, что можно с ней делать. Охранять гараж, бабушку, дедушку, собаку, автомобиль, двор. В комплекте блок питания. Розеточный вариант, который можно использовать на стене. И, в общем-то, можно его использовать даже на улице. Ну, под каким-то козырьком, навесом. Крепление идет для камеры. И булавка. Булавка тоже, вон там она, булавочка. Для нажатия на кнопку сброса. Приложение. И инструкция. QR-код, наверное, YouTube канала их магазинного. И 4 странички, потому что камера подключается очень простым способом. Здесь на этом видео не буду подключать, потому что на протяжении всех своих видеообзоров я вам постоянно показываю, как подключаются эти камеры. Есть короткое видео. Кому интересно подключение, спрашивай, я дам сразу ссылку на это видео, там посмотришь. Муфта на RJ45 проходная, нет, старого образца. Да, видите, еще старого образца муфта. Я думал, уже таких нету. По муфтам также, какая нового, какая старого образца, делал я видео отдельно. Карту памяти можешь заказать, можешь свою установить. По картам памяти также есть моменты. Также снимал для вас видео. Или же заходи на мой телеграм-канал, и там я консультирую, не только я, а все участники, или же со мной можешь связаться. Сама вот камера. Какое-то матовое исполнение такое, ее уже идет пластик черный в мини-корпусе. И вот эти черные пошли очень популярно. Не смотрите, кабель нестандартно удлиненный, зажим. Фиксатор кабеля также есть от продергивания. Вот такой вот просто винт шайбой прижатый. Здесь сделано специально, чтобы он прошел сюда. И кабель, в данном случае, кабель проходит через кронштейн. И кронштейн несъемный в нашем варианте этой камеры в этом корпусе. И без щелчковой регулировки, без фиксации, без трещотки. Но, и имеет упор, да. Этот кронштейн по кругу не поворачивается. Прошлую камеру я вам показывал на видеообзоре, то там она по кругу вращается, и кабель у нее выходит из самого корпуса камеры, но он также герметичный. Здесь такое вот решение, можно пропустить его, именно сверление сделать, если на стену будешь крепить, и прикрыть кронштейном. Не будет видно, куда идет кабель. Также потолочное крепление можешь использовать или стеновое отсюда. Также динамик, микрофон в этой камере, все. Устанавливаю карту памяти. Перед включением можно ее вообще как бы не устанавливать, потому что карта памяти это чисто хранилище. Нужно тебе хранить информацию. Устанавливаешь, не нужно, не устанавливаешь. Может, куда-то хранить будешь в другом месте. До защелкивания контактами к плате. И тут что главное, хорошо, плотно закрыть вот эту вот заглушку мягкую. Смотрите, она очень классно, герметично закрывается. То есть вопросов по этому поводу вообще никаких нету. Камера на приложении на смартфоне. ICC, камера 676C. Определилось название, ты ей можешь поменять тут же в приложении. По просмотру. Картинка 2 в 1, верхняя и нижняя камера. Можно перевернуть просмотр таким образом. И 2 раза кликнув по одной из камеры, включить звук можно просматривать таким вот образом. Нижний вариант с поворотами. Поворачиваешь. Просматриваешь. Камера по кругу не вращается. Вверх-вниз. Можно убрать значки. Таким вот образом можно зумировать. Это цифровой 4-кратный зум с потерей качества. Просто возможности приложения, можно сказать.
Тут же все значки понятно. Включить запись на папку смартфона. Тут же видишь что-то, надо тебе сохранить какой-то момент. Включил, запись пошла. Нажал, запись сохранилась в папке приложения. Зайдешь, заберешь. Фото также. Можно потом зумировать фото, смотреть, что там было. Вторая камера. Неповоротная, которую можно перенаправлять по горизонтали с помощью кронштейна. Также имеется такое зумирование, приближение. По настройкам давайте, что нужно тебе в первую очередь сделать. Все быстрые значки, вот они здесь внизу. Хранение в облаке, можно несколько камер одновременно, 4 экрана открыть. Звуковая, световая сигнализация, здесь быстрый доступ к 3 ночным режимам. Двойной стоит инфракрасный. Потом ночью посмотрим длительность свечения светодиодов, интеллектуальное оповещение, имеется в виду обнаружение людей, показывать следы рамкой выделять будет камера человека, нижняя на которой сработала, потому что верхняя до сих пор не имеет определения человека. Линия предупреждения, область можно ставить, реагирование, повороты камеры, понятно, отслеживание движения, тут же слежение можно включать. Показывал я вам, как это делать. Задать точку демона, задать, выбрать время возврата камеры после слежения за человеком и галочку ставишь включение. Обязательно точку демона сохранить, это имена нижней камеры, место возврата. Избранные, пресеты. Сохраняешь куда хочешь, картинку сохраняешь, кликаешь по ней, камера туда повернется. Круиз-контроль. Будет камера поворачиваться по пресетам. Те, что ты сохранил место повороты, обратный ход, поменять джойстик управления поворотом и альбом зайти на то, что ты сохранял на карте памяти. Далее по настройкам кликаешь на камеру, вверху шестеренка, справа базовые настройки, сигнал оповещения, это технические подсказки из динамика. Голосом женским говорит при перезагрузки, люди в основном хотят выключить, чтобы не пугало соседей, выключить. И скорость поворота ставлю всегда быстро, по умолчанию стоит посередине. И здесь, в общем-то, громкость динамика можешь сам поставить. Привязка камеры, если хочешь, чтобы верхняя камера давала нижней команду на повороты, то включаешь привязку и делаешь калибровку. Показывал я вам, как это делать. Также управление хранением. Карта памяти определилась, видишь. Стоит циклическая запись, сверху будет писать как видеорегистратор, форматировать, желательно сразу отформатировать именно в камере. Настройки записи, что ты хочешь вставить, тут есть. По умолчанию стоит 24-часовая запись, именно постоянка, но также там будет смешано и по людям писать, по всему в куче, потом можешь заходить смотреть. Запись по тревоге именно по людям ты поставишь, будет по людям. Качество записи ставь какое хочешь, стоит хорошо, по умолчанию можно сохранять, но место будет больше занимать, если хорошее качество. И здесь также в каком формате HD или SD, опять же хороший формат, больше места видео занимать на карте памяти. Так, сейчас смотрю, идет слежение за человеком. И вы знаете, что я вам скажу. Человек с верхней камерой заходил. Я не делал ни привязку, ничего в этот раз. Ни калибровку камер. Вот как с завода была, подключил ее, все. И отлично сработала, вела человека без всяких нарушений. Координация нормальная, все. То есть, наверное, уже и не нужно эту привязку делать. В основном-то, зачем эта привязка будет делаться? Вот сейчас я кликаю по верхней камере, ничего не происходит. Если включишь привязку камер, то по клику на верхней, нижняя будет туда поворачиваться. Вот сейчас у меня этот момент выключен. И я не могу с помощью верхней камеры управлять нижней. Если тебе нужно это, то включай привязку и делай калибровку. Если не нужно, не включаешь. Камера следит нормально, функция слежения уже не привязана к этому моменту. Так получается. Смарт-сигнал тревоги. Нужно тревогу включаешь, обнаружение людей нужно включаешь. Если любые эти моменты, то выключаешь обнаружение. Что делать при тревоге? Включить из динамика звук. Включить предупреждающий световой сигнал. Звук из динамика там или тревога, или свой голос можешь записать. Посыл несколько секунд, там добро пожаловать, пошел гулять дальше. Твоим голосом камера из динамика будет проговаривать. Именно вон там тот момент. Отправлять в WeChat, у кого есть WeChat, можно
получать уведомления в WeChat. Напишите, у кого есть WeChat. Я когда-то пытался зарегистрироваться, но это все бесполезно. Не беспокоить. По расписанию уведомления получать, показать след, именно выделять людей. Умная, ну вот линия здесь предупреждения, тут здесь более эти расширенные настройки. Круглосуточная сигнализация или по графику, чувствительность также. Настройки сети. Здесь можно включить режим точки доступа, переключаешь и на камеру заходишь по Wi-Fi напрямую. Ну, в пределах работы сигнала Wi-Fi, там 10 метров. Или же выбираешь роутеры, другие, которые в доступности есть, и ты хочешь камеру перепривязать к другому роутеру по Wi-Fi. Не забываешь сжать «Сохранить» в правом верхнем углу, и настройки сохраняются. Облако зайдешь, посмотришь. Другие услуги пока ничего важного нету, кроме облака. Добавить на рабочий стол, и об устройстве будет обновление. Тебе здесь будет красным, внизу написано «Имеется обновление». Сейчас обновления нету. И там в обустройстве также синхронизация по времени. Показывал я вам, где дата времени. Зайдешь, синхронизируешь со смартфоном. В общем-то все, камерой можешь дальше пользоваться. По картинке, ну что-то улучшают, потому что смотрю вот визуально, что картинка стала как-то получше все-таки. Картинка 2 в 1. По разрешению так и показывает видеорегистратор, что 6 мегапикселей разрешения. Очень понравилось, как работает камера. Слежение идеально. Вот настройка по слежению уже в этих камерах идеально. Возвращается назад. Место возврата за целый день не сбилось. Возвращается точно туда, куда ты поставишь. Именно вот это вот место задаешь. Еще очень понравилось определение силуэта человека. На большом расстоянии нижняя камера определяет силуэт человека. Как в дневное, так и в ночное даже время. Даже в тяжелые условия, вот примерно на то же самое расстояние, где-то, наверное, 20 метров, а то и больше, определяет человека, начинает следить за ним. Верхняя камера также, при условии, что слежение включено, определяет человека. Зовет нижнюю камеру, нижняя поворачивается по стандарту, как это в ACC камерах сейчас сделано. Ну вот один минус, но я надеюсь, что прошивка какая-то новая, может обновление прилетит, и все-таки сделают они, что верхняя камера будет присылать уведомления по человеку, когда определила на приложение. А не только в момент слежения будет звать вот нижнюю камеру, чтобы та повернулась и следила за человеком. Картинка хорошая, за такую стоимость. Картинка с камеры очень-таки хорошая. В основном, когда ты отслеживаешь со смартфона, то вообще как бы к картинке придраться нельзя. Если, конечно, ты скачаешь файл и будешь там где-то на программах пытаться зумировать, увеличивать, то ты увидишь, что качество, конечно, слабенькое. Но это цена бюджетной камеры, поэтому от нее требовать много не нужно. 2 в 1 идеальный вариант. На одном месте, в разные стороны смотрят, пишется картинка, все отлично. Ночная картинка также радует именно с этой камеры, как я вам говорил, вот разница какая. Да, разница есть. Эта камера более мощная ночью, более мощные светодиоды, больше их количество, и картинка хорошая, светлая. Хотя там можно в настройках зайти и яркость увеличить, но в моем случае это вообще не нужно. Определяет человека ночью там же, начинает следить за ним, в черно-белом режиме следит полностью. И если вот поставишь, вот давайте сразу здесь, можно зайти на саму картинку, кликнуть, вот лампочка, или же лампочка на значках. Поднимаем стрелочкой вверх. Сейчас я поставил в режим двойной, и камера следит за человеком, включает светодиоды. И вот ты ставишь время задержки, какое горение светодиодов после того, как человек ушел, а она еще какое-то время посветит. Можешь 5 поставить или вон до 90 секунд. Чувствительность, вот сейчас люди идут. Если же поставить инфракрасное, то она в инфракрасном черно-белом режиме останется и будет следить за человеком в черно-белом режиме, то есть в незаметном. Также можно цветной поставить режим, и она в цвете постоянно будет до рассвета, до утра показывать, записывать видео. И я скажу, что
Очень таки классная картинка. Смотрите, мощно, просто мощно. Мощно, классно светят инфракрасные светодиоды. На приличное расстояние, с приличной высоты хватит. Но опять же, эта камера не дальнобойная, поэтому рассчитывать там на больше 20 метров то не стоит. Вот эффективность ее на небольшой территории, но широко она может за счет того, что две камеры, может снимать широко, записывать видео. Ну и зашел, если не нужно, зашел в ночные режимы и переставил на инфракрасный, если не хочешь, чтобы камера была заметна. В инфракрасном, в черно-белом режиме также классная картинка получается. На сегодня все. Камера в продаже в Украине по цене Алиэкспресс. Заходи в Telegram, там с тобой свяжусь. Заберешь у меня камеру. Также подписывайся на канал в Telegram, TikTok, анонсы там видео. И на YouTube обязательно подпишись, поставь лайк, помогай продвигать видео. И на колокольчик нажми, чтобы получать уведомления о следующих видео, потому что это вот пропускают многие, потом заходят и спрашивают, а камера еще есть в наличии? Ну, забирают буквально через день после обзора, потому что отдаю тебе по цене закупки ее. Показал, ты увидел, понравилось, забрал. Все просто. На сегодня все. Всем удачи, до следующих видео.